столь развитое время технологий получается так, что одни деньги зарабатывают непосильным трудом, а другие их просто воруют с банковских счетов. Но если было бы все так просто. Участником нашего видео сегодня стал кардинг. Это темная сторона цифрового мира, скрытая за блестящими витринами онлайн-магазинов и удобством безналичных расчетов. Этот вид киберпреступности, включающий в себя кражу и использование украденной банковской информации, продолжает процветать несмотря на ужесточение законов и совершенствование технологий безопасности. Почему кардинг все еще привлекателен для мошенников и какие риски он несет для обычных пользователей? Как обезопасить себя от кардеров? Что такое белый пластик и актуален ли вообще? В этом видео мы разберем механизмы работы и способы защиты от этой киберугрозы. Кто-то сейчас, наверное, подумал, что видео слишком длинное, можно было бы рассказать за пару минут. Но я тебя могу разочаровать, про кардинг можно говорить часами, если раскрывать все его аспекты. И пересмотрев более 40 видео на просторах YouTube, я не нашел ни одного видео, в котором будет рассказано то, что я расскажу для тебя сейчас, мой дорогой зритель. Поэтому, чтобы окунуться в мир кардинга, советую посмотреть видео до конца. Не забудь поставить тыкалку вверх, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео в будущем. Приятного просмотра. Видео сделано в информативных развлекательных целях. Вся информация взята в открытом доступе в сети интернет. Цель канала лишь информировать вас о происходящем в интернете. Помните, я или моя напарница не несем ответственности за дальнейшие ваши действия после просмотра этого видео. Что же такое кардинг? Кардинг — это незаконная деятельность, связанная с кражей финансовой информации о банковских картах, номер карты, срок действия, CVV-код и другая информация, и использованием этой информации для совершения мошеннических операций. Кардер же — это тот самый человек, который гоняет по твоим дворам на суперкаре и занимается именно такими операциями. Они используют различные методы, такие как фишинг, скимминг, вишинг, взломы баз данных, чтобы получить доступ к данным банковских карт. Суть вишинга заключается в том, что незнакомый человек звонит держателю и представляется сотрудником банка. Далее следует диалог, в ходе которого лжесотрудник пытается выведать данные карты под разными предлогами. Например, это может быть проверка или разблокировка якобы заблокированной карты. Затем эти данные могут быть использованы для совершения покупок, снятия наличных с помощью краденных карт или же для продажи на хакерских форумах или маркетплейсах Даркнета. Законна ли работа кардера? Так я тебе отвечу: нет, это все считается преступным деянием и наказывается законом. Надеюсь, я понятно ответил на вопрос, что такое кардинг, но теперь время пришло рассказать, с чего он состоит. Многие люди знают, как называется мошенничество с банковскими картами, что такое кардинг, но не осведомлены о всех рабочих схемах мошенников и, следовательно, как же защитить себя. Кардеры работают обычно в организованных группировках и используют различные методы для кражи информации в банковских картах от ее использования. Они могут использовать вышеупомянутый фишинг для обмана пользователей и получения их банковских данных, скимминг для кражи информации с магнитных полос карт на банкоматах или платежных терминалах, взломы баз данных для получения сведений о платежных картах из онлайн-систем и так далее. Затем кардеры могут создавать клонированные карты или продавать украденные данные на черном рынке для последующего мошеннического использования. Кардеры также могут обманом получать доступ к банковским счетам, вводить в заблуждение службы поддержки и даже использовать технические методы для обхода систем защиты. Так все же, кто же такие кардеры? Люди, которые воруют деньги с банковских карт, называются кардерами. Они собирают информацию о картах обманным путем, похищают не только номера карт, инициалы владельцев и срок действия, но и добираются до пинов и CVV-кодов. Слить такие важные данные можно, используя банкоматы, расплачиваясь в интернет-магазине или любых других точках, где может быть использована банковская карта. В основном данные воруют через фиктивные магазины. Это копии крупных магазинов, которые мало отличаются от оригинала. На подобных ресурсах в момент оплаты мошенники получают все данные о карте. Владельцу интернет-магазина кардеры могут нанести большое количество неприятностей. Важно максимально себя обезопасить, иначе есть шансы отправить оплаченный товар и получить отозванный платеж. Еще и обвинение в обмане от покупателей. Вещевой кардинг. Используя данные украденной карты, кардеры могут отправлять купленный товар на так называемых дропов. Это и называется вещевым кардингом, что является подвидом кардинга в целом. Это вид мошенничества, который связан с покупкой товаров и онлайн-услуг с использованием украденных или склонированных банковских карт или других платежных данных. Вещевые кардеры, также известные как кардеры-специалисты, используют украденные данные для совершения онлайн-транзакций, например, покупки товаров с использованием краденных карт. Процесс включает сбор информации о банковских картах, создание фейковых профилей на онлайн-платформах, использование украденных данных для покупки различных товаров
и получения их с последующим использованием или при продаже. Благо, практически каждый школьник желает заработать легкие деньги, открыв банковский счет на свое имя или на своих родителей. Да даже более того, существуют так званые дроповоды, к которым можно обратиться, и за определенную плату он предоставит тебе дропа на любой вкус и цвет, начиная от бомжа за бутылку водки и заканчивая так называемыми ручными дропами за уже более весомую оплату. В конкретном случае роль дропа заключается в предоставлении своего адреса, получает купленный товар за краденые деньги и отправляет его дальше. За эту услугу они получают определенный процент. Наверняка у каждого есть знакомые, которые просили через твою банковскую карточку прогнать средства. Например, ситуация, когда якобы твоему другу знакомый за границей скинет деньги. Дружище сбросит на твою карточку, а ты ему дальше перекинешь, за что тебе и твои заветные 2%. Геморрой и обыск в твоей квартире, а ведь ты только прогнал деньги через свой счет и вообще не знал о том, что это за деньги и откуда они. Хочешь спросить, а в чем именно можно получить подставу? В законодательстве же нет ответственности за деятельность дропа. Отвечая на твой вопрос превентивно, действительно, в законодательстве пока нет ответственности за это действие. Но учитывая то, что ты через свою карточку прогнал полученные преступным путем деньги, то она уже будет в связях правоохранительных органов. И твоя фамилия будет обозначена как фигурант уголовного дела. К тебе будет пристальное внимание. Надеюсь, не нужно рассказывать, что надеяться на банковские учреждения не стоит, и как только к ним произойдет запрос, то они же тут же выложат на тебя все, включая IP-адреса авторизации в онлайн-банкинге, юзер-агент устройства, все твои переводы, адреса проживания и так далее. И куда же без хакеров? У каждого ведь своя работа. Одни могут взламывать учетные записи в интернет-магазинах и в дальнейшем продавать так званые логи, дампы банковских карт на форумах теневой тематики или же всем известных маркетплейсах. Другие же предоставляют свои так называемые мерчи, через которые предлагают проливать краденые банковские карты за свой процент. Если кратко, то мерч — это система обработки поступающих платежей от клиентов. Говоря простыми словами, это собственно и есть та система, которая принимает платежи с карты через сайт. Мерчантов достаточно много. Одни магазины используют собственные мерчант-аккаунты, а другие предпочитают подключаться к популярным мерчам. Если ты досмотрел до этого момента, я действительно тебя заинтересовал, то вот тебе информация по мерчам. Чтобы определить, какой мерч использует магазин, можем воспользоваться сайтом willvis.com, будет информация на экране. Вбиваем в поле для ввода URL-адрес сайта, и в разделе e-commerce должен быть мерч. Но бывает, что сайт его может и не показывать. Тогда придется смотреть по преадресациям в браузере. В рутине под названием интернет довольно много предполагаемых мерчей на любой вкус и цвет. То ли на Америку, то ли на Европу. Выбирай, какой хочешь. Отдельного внимания заслуживает платежная система PayPal. В наших краях так называемая палка. Некоторые новички считают, что с ней работать проще, но это далеко не так. Чтобы уметь с ней работать, нужно инвестировать много времени для изучения всех нюансов и тонкостей при работе. Именно с этой платежной системой. Начинающим советую не париться по этому поводу. Но и тут не все так однозначно. Нужно понимать, что пока одни зарабатывают на одном, другие пытаются заработать на первых. И такая пищевая цепочка будет нас преследовать всегда, ведь выживает сильнейший. И если ты еще не догадался, то в этой среде-то под названием мерч существуют малоизвестные фишинговые мерчи. Да-да, ты не ослышался. Фишинг работает не только в цепочке между преступником и обычным смертным, он работает еще между преступником и другим преступником. И выживает, как говорится, тут уже сильнейший. Бывает так, что биф зашел на ура, но трека нет и пак не высылают. Возможно, вы попали под раздачу ребят, которые занимаются созданием фишинговых мерчей, которые делают такие фейковые страницы для сбора материала. Присмотритесь к ценам на сайте, они зачастую всегда гораздо ниже, чем у других, дабы собирать базу пожирнее. Но для раскрытия этой темы нужно отдельное видео, поэтому не будем задерживаться тут надолго, а ведь говорить еще есть о чем. Если ты уже надумал закрывать видео, то не стоит этого делать, ведь мы только разогрелись, и о картинге можно говорить вечно. Но только в моем видео ты найдешь ответы на все свои вопросы. Видео в интернете множество, но действительно информативных единицы. И хоть мой канал только недавно создан, не переживай, это только начало. Поехали дальше. FBIF — это еще одна ключевая картинга. И ведь да, куда же без процесса проверки украденных или клонированных банковских карт на их валидность и возможность совершения
покупок. Перед покупкой логов уважаемый себя кардер попросит у продавца предоставить пруфы о валидности данных карт. Поскольку так званых дампов на просторах интернета жопой жуй, и не у всех постает вопрос, а зачем продавать эти логи, если можно самому все обработать и вывести кэш. Но мало кто знает, что можно же и продать эти обработанные дампы дальше. А может какой-то лошок купит их и будет думать, что станет миллионером, а они уже перелопатены с ног до головы. Процесс бива обычно включает в себя использование специальных онлайн-ресурсов, называемых чекерами, которые позволяют проверить, работают ли украденные данные карты или могут они быть использованы для совершения платежей. Так и зародились в биверы. Они могут также использовать специальные программы или скрипты для автоматизации процесса проверки большого количества банковских карт. На вопрос, что такое биф, можно ответить так. Главная цель этой процедуры — выяснить, какие украденные данные карт действительны и могут быть использованы для мошеннических целей, например, для совершения онлайн-покупок или других транзакций. Веб-биверы могут также проверять лимиты карт, наличие блокировок и другую информацию, которая поможет им узнать, насколько успешно они могут использовать украденные карты. Во время совершенствования банковской системы в целом белый пластик уже не актуален. С рынка вывели его так званые электронные платежные системы, такие как Apple Pay, Google Pay, PayPal и другие. Белый пластик же в кардинге — это чистая незаписанная банковская карта, которая используется для записи украденных данных. Такие карты физически похожи на обычные банковские карты, но они изначально пустые, предназначены для последующего копирования информации, украденной из карт жертв, чтобы использовать ее в мошеннических целях. Путь вбива данных карты на белый пластик начинается с его приобретения кардером, чтобы записать на него данные, полученные через скимминг, вишинг или утечки из баз данных. Эти данные записываются с помощью специальных устройств, энкодеров, которые переносят информацию из магнитной полосы украденной карты на эту же чистую, которую мы называем белым пластиком. И куда же без создания поддельных карт? С помощью энкодера кардеры записывают информацию на магнитную полосу белого пластика, создавая поддельную карту, которой можно пользоваться в банкоматах и терминалах. Например, в регионах, где используется магнитная полоса, а не чип, такие карты можно применять для снятия и наличных. Белый пластик позволяет кардерам обходить систему безопасности и использовать поддельные карты в местах, где нет строгой проверки подлинности, как в случае с чипами EMV. В некоторых странах или в определенных терминалах еще используется устаревшее оборудование, которое не проверяет наличие чипа на карте. С внедрением чипов EMV многие банки ужесточили требования к безопасности, что и затрудняет использование белого пластика. Однако в странах и точках, где до сих пор используется магнитная полоса, белый пластик остается реальной угрозой. Этот пластик в картинге демонстрировал, как мошенники используют недоработки в системах безопасности для получения доступа к средствам. И после того, как мы закончили составляющие кардинга, можем смело переходить к тому, как же работает кардинг. А ведь я обещал, будет длинное, но и очень интересное видео. Как работает кардинг? Кардеры могут добывать украденные платежные данные различными способами, такими как мы уже сказали, вишинг, скимминг и так далее, что подразумевает в себе установку устройств для считывания данных с банковских карт, взлом баз данных компании или покупка украденной информации на темных рынках. После этого они создают фейковые профили на онлайн-платформах, используя украденные или склонированные данные, например, номер карты, срок действия, CVV-код. Затем они выбирают товары, которые хотят приобрести, и оформляют заказ, вводя украденные платежные данные в процессе покупки. Важно отметить, что кардеры могут использовать анонимные сети, виртуальные частные сети, он же VPN, или прокси-сервера для скрытия своего местоположения и обхода систем безопасности. Но есть еще несколько способов, как кардеры могут обналичивать твои сбережения на карте, включая продажу товаров, возврат товаров, обмен на криптовалюту, создание фейковых компаний и обнал с помощью арбитража. Продажа товаров заключается в том, что товары они могут продать на наркорынках или через другие каналы для получения наличных денег. Возврат товаров заключается в том, что после покупки товаров с украденными картами кардеры могут приобрести товар, например, это будет ноутбук стоимостью несколько тысяч долларов, вернуть товар в магазин по причине неподошедшего товара за деньги или подарочные карты, тем самым получить те самые несколько тысяч долларов, но уже на карту подконтрольную именно кардеру. Но не во всех магазинах работает такой метод. Обмен на криптовалюту заключается в том, что обменять украденные из карт средства можно на криптовалюту, такую как биткоин, которую затем переводят в фиатные деньги или используют для других операций обналичивания. Создание фейковых компаний заключается в том, что кардеры могут создавать фейковые компании или интернет-проекты, где они могут использовать украденные деньги для покупки услуг или товаров в своей собственной компании, таким образом обналичивая деньги. Обнал с помощью арбитража. И вот здесь начинается
начинается подтверждение наших слов, что глобализация сети интернет процветает с каждым днем. И ведь еще несколько лет назад кардеры вбивали карты на так званый белый пластик. Но мы быстро развиваемся, и примером арбитража, которым пользуются кардеры, можно выделить ситуацию, что когда-то потерпел от рук кардеров и получив выписку с банка, ты увидел, что с твоей банковской карты оплачивали услуги Фейсбука, то знай, ты стал меценатом продвинутого кардера. А ведь действительно, это развитие кардеру помогло не палиться налить деньги с карты, а пропускать украденные финансы через Facebook или другие платформы, утечка информации от которых значительно меньше, чем от школьного дропа, родители которого вызовут в органы и он быстро тебя сдаст. Данный метод можно назвать идеальным вложением в будущее, и сотрудничество кардера и арбитражера может быть довольно перспективным. Кардер-кассир. Да, бывают случаи, когда кассиры в магазинах вовлечены в кардинговую деятельность или являются кардерами. Некоторые кассиры могут быть вербованы кардерами для использования украденных платежных данных при оформлении заказов или возврате товаров для обналичивания средств. Они могут также быть задействованы в других схемах с использованием украденных или скопированных карт. Магазины обычно принимают меры безопасности, включая обучение персонала и мониторинг финансовых транзакций, чтобы предотвратить и выявить подобные случаи. Но я бы не надеялся на это, а обезопасить себя нужно самостоятельно. Ведь кроме тебя никто не позаботится о твоих кровных на банковской карте. И куда же без скимминга? Это процесс физического копирования данных с карты, чаще всего через специальное устройство, так называемый скиммер. Скиммеры устанавливаются на банкоматы или терминалы оплаты и незаметно считывают данные с магнитной полосы карты, когда владелец вводит пин-код. Также к ним устанавливают маленькие камеры и прозрачные силиконовые накладки на клавиатуру с считывающим устройством. Заметить это все можно, но так ли часто мы присматриваемся к банкомату, снимая деньги? Я думаю, не часто. Полученные данные затем копируются на белый пластик, чистую карту, которая позволяет кардеру пользоваться деньгами жертв в банкоматах и магазинах. Как связаны между собой скимминг и кардинг? Так скимминг — это один из методов, который используется для получения данных карт, чтобы затем заниматься кардингом. Все очень просто. В то время как скимминг обычно подразумевает физическое устройство для копирования данных, кардинг охватывает более широкий спектр действий и может включать как физические, так и цифровые методы кражи информации. Например, после получения данных через скимминг злоумышленники могут использовать их для покупок онлайн, что является кардингом. Но что если я тебе скажу, что хакеры могут способом хакерской атаки получить данные банковских карт от самого банка? И ведь это возможно. Есть уже много случаев хакерских атак на различные банковские учреждения. Целью этих атак могли быть получение конфиденциальных данных, а именно фамилия, имя, отчество, номер банковской карты и счета, проверочное слово, дата и срок действия карты, защитный код, он же CVV, за исключением пин-кода от карты. Ведь случаев с мощными DDoS-атаками банковских учреждений довольно много. Хотя одни довольно много вливают силы средств в так званую систему антифрод, усиливая кибербезопасность, другие вливают средства в то, как эти системы можно сломать и все же добиться успеха. И эта гонка вооружений будет длиться бесконечно. Хакеры также используют кроме фишинга еще несколько методов для кражи данных, среди которых программы-шпионы, они же стиллеры, которые перехватывают данные карт, вводимые пользователям на зараженном устройстве. Эти украденные данные называют логами и дампами карт. Логи представляют собой записи операций, проведенных с картой, и содержат информацию, которая может помочь преступнику понять, как и где можно применить украденную карту. Дампы, если ты еще не понял выше, то для тебя объясню. Это полные данные магнитной полосы, которые можно записать на белую карту для снятия наличных или оплаты товаров. После кражи данных чаще всего сливаются хакерами в Даркнете или на других тематических форумах. В Даркнете существует множество форумов и маркетплейсов, где хакеры и кардеры могут купить логи и дампы карт за криптовалюту. Этот рынок позволяет деятелям находить покупателей и избегать отслеживания со стороны правоохранительных органов. Кардеры могут избежать наказания по различным причинам. Во-первых, это сложность расследования, ведь это не просто алкаш, который украл тележку в супермаркете и засветился на 100-500 камерах. Кардинговые преступления нередко проходят через международные границы. В условиях сложной технической проверки и расследования, что делает процесс преследования кардеров более сложным. К другим причинам относят анонимность. Кардеры используют анонимные сети, виртуальные частные сети, VPN или прокси-серверы для скрытия своего местоположения обхода систем безопасности. Это помогает им оставаться анонимными и избегать идентификации и ареста. Также использование фейковых и ложных данных во время совершения преступлений затрудняет расследование и идентификацию. В некоторых случаях кардеры могут покидать страну или скрываться от правосудия, уклоняясь от судебного процесса и наказания. А еще они могут использовать шифрование и другие техники для защиты своей информации
информации и компьютеров для обнаружения и вторжения нет. Поскольку они являются одними из сообщества темных деятелей, то они осознаны в тех или иных возможностях правоохранительной системы и готовы к гонке за ними. Правоохранительные органы и организации по борьбе с мошенничеством активно работают над выявлением и пресечением деятельности кардеров, но прежде всего вы должны знать, как защититься от кардинга. Итак, переходим к ключевому моменту этого видео – защита от кардинга. Первое. Не делиться информацией о своих платежных данных. Никогда не сообщайте свой номер карты, срок действия карты, CVV-код или другие конфиденциальные данные незнакомым или подозрительным лицам, а также не отправляйте такие данные по электронной почте или сообщениям. Второе. Используйте надежные и безопасные онлайн-сервисы. При совершении покупок в интернете предпочитайте платежные системы с хорошей репутацией и механизмами защиты данных, такими как двухфакторная аутентификация. Третье. Следите за своими финансовыми операциями. Регулярно проверяйте выписки по банковским счетам и кредитным картам на наличие подозрительных транзакций или списаний. Четвертое. Используйте надежные пароли. Используйте сложные пароли, состоящие из комбинаций букв, цифр и специальных символов, а также регулярно меняйте их на своих картах. Пятое. Обновляйте программное обеспечение. Поддерживайте свои устройства и программное обеспечение в актуальном состоянии, чтобы избежать уязвимости и атак со стороны киберпреступника. И они же хакеры. Шестое. Будьте осторожны при использовании общедоступными Wi-Fi сетями. Избегайте ввода конфиденциальных данных на общедоступных или ненадежных Wi-Fi сетях, так как это может увеличить риск кражи информации. Седьмое. Проверяйте банкоматы. Если вы видите необычные элементы на банкомате или терминале оплаты, это может быть признаком скиммера. Восьмое. Не вводите данные карты на подозрительных сайтах. Всегда проверяйте URL-адрес и наличие SSL-сертификата, он же HTTPS. Девятое. Используйте двухфакторную аутентификацию, получать уведомления от банка. Не поленитесь переплатить за эти уведомления и предупреждения, ведь в итоге это может спасти намного больше средств. Десятое. Не сохраняйте данные карты в браузере и будьте осторожны с подозрительными приложениями, а также забудьте о сохранении данных банковских карт в таких приложениях, как AliExpress, Amazon и другие, которые подвергаются частым DDoS-атакам как раз таки с целью получить эти данные о ваших счетах. Как и в случае со скиммингом, заметить хищение средств карты удается далеко не сразу. Чаще всего злоумышленники сразу же используют средства, переводимые покупателем. Тот получает отчет об успешном платеже и ждет своего заказа, как ни в чем не бывало. В случае отсутствия смс-уведомления и интернет-банкинга для контроля операций по карте заметить расходы до определенного момента и вовсе невозможно. Соблюдая эти простые меры предосторожности, можно существенно уменьшить вероятность стать жертвой кардинга и других видов мошенничества. Уверен, ты теперь знаешь, что такое кардинг и как себя обезопасить, и сможешь легко ответить на вопрос, что делать, если у тебя украли данные карты. Ответить на вопрос, сколько зарабатывают кардеры, невозможно, так как все зависит от конкретного вида деятельности и материала, с которым он работает. Но явно больше, чем ты бы зарабатывал кладменом. И как заключение этого мини-гайда могу сказать, что кардинг и скимминг — это серьезные угрозы, которые могут привести к потере ваших средств. Понимание этих схем помогает защитить себя и свои финансы. И даже сейчас, в 2025 году. Если это видео было полезным, не забудь поставить тыкалку вверх и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!